Всем привет, мои хорошие! Итак, мы начинаем неделю ассорти. Сегодня у нас с вами ассорти Туркестана. Я собрала все сорта, которые у меня есть на данный момент. Итак, что у меня на тарелочке? Значит, сливки, классик. Здесь, значит, Туркестан белый один, который мягкий. Здесь пару кусочков Туркестана желтого. Туркестан белый 2, коричневый, плитки, шоколад. Это Туркестан взбитые сливки и кудряшка. Как вы знаете, Туркестан шоколад и взбитые сливки — это один сорт. Личный для меня рыхлый попался пласт, а это плотный. Туркестан серый. И вот этот Туркестан один, у меня единственный кусок остался. Это Туркестан взбитые сливки с первой партии, которую я брала у Натали. Давайте приступать. Пойдем по кругу. Первое у нас Туркестан сливки. Подписала, чтобы не перепутать. Туркестан сливки. Коричневого цвета. Очень плотный. Бывает чуть темнее, чуть светлее. Так же, как и в любом сорте встречаются рыхлые, плотные. Вот видите, этот прям рыхлый кусочек, а этот плотный. То есть какой пласт вам придет. Они бывают и рыхлые, бывают и плотные. Но мы сейчас попробуем от того и от того. Пробуем плотный. Угу. Итак, Туркестан сливки вот в таком варианте, которые плотные. Это прям вкус мокрой земли. Мокрой земли. Мокрого чернозема. Туркестан, который вот такой вот рыхлый. В нем тоже вкус мокрой земли. Они одинаковые по вкусу, но в рыхлом Туркестане еще присутствует небольшой скрип. Вот если плотный он чистый, то вот в рыхлом он чуть-чуть поскрипывает. И присутствует вкус пыли. То есть мне нравится больше плотный Туркестан сливки, но он имеет очень яркий вкус. Не залипает, с хорошим вкусом мокрой земли. Туркестан классик. Вот так же хотела вам показать. Есть плотные слои, а есть рыхлые. Тоже все зависит от пласта, какой вам придет. Я скажу за себя. Рыхлый Туркестан я не люблю. Никакой сорт. Я люблю, когда он приходит плотный. Давайте погрызем.
Туркестан Классик вот такой монолитный, он будет мягче, чем сливки. Он плотный, но откусывается он комфортнее, чем сливки. Давайте попробуем рыхлые кусочки. Вот такой вот. Угу. Не люблю я рыхлые. Но этот хотя бы не скрипит, в отличие от сливок. Туркестан Классик не скрипит ни в плотном виде, ни в рыхлом. Итак, в сравнении со сливками, значит, Туркестан Классик мягче, хрустит меньше, быстрее растворяется и больше обволакивает. То есть Туркестан сливки, он все-таки больше в такой тугой шарик, который практически не обволакивает. А вот Туркестан Классик, он, конечно, обволакивает посильнее, размазывается по рту посильнее. Вкус мягче, вкус не так ярко выражен, как у сливок. По вкусу мокрая земля вперемешку с мокрой пылью. Классный. Так, мой любимчик Туркестан белый 2. Вот он бывает, почему я взяла вам показать. Ой, крошится весь. Он бывает светлый, потемнее, разного, сказать, оттеночка. Ну, так как я Туркестан белый 2 обожаю, сейчас мы с вами похрустим, а потом я опишу. Светлый Туркестан белый 2. Это прям придорожная пыль. Нету тут, я не чувствую тут земли. Тут прям вот пыль. Придорожная сухая пыль. По сравнению с классиком и со сливками, он мягкий, но в то же время как бы плотность у него хорошая, но откусывается он легко.
Откусила, и он весь развалился. Кстати, в этом кусочке чувствуется побелочка. Вкус и звездки. Влажный. Угу. Вкус влажной звездки чувствуется в этом. Это нет, это прям пыль придорожная. А здесь вот есть привкус влажной извести. Хочу откусить еще от этого кусочка, очень мне он понравился. Итак, Туркестан белый 2. Сорт плотный, но в то же время комфортный для зубов. Откусить его несложно. Поначалу хорошо хрустит, но затем быстро растворяется. Вкус прибитой пыли дорожной. Он очень долго остается сухим во рту. С непривычки для кого-то может показаться, что он очень сильно залипает. Нет, он просто очень долго остается сухим во рту. И в полном намокании он, конечно, становится такая масса полужирная. Но очень легко споласкивается водой. Я уже об этом говорила, что все туркестаны для меня, кроме серого, хорошо споласкиваются водой, вымываются. Они все жирные, то есть Туркестан он весь жирный. Даже Туркестан белый 1 и Туркестан белый 2, потому что при намокании у них появляется легкая жирность. Он имеет яркий вкус, и вот этот кусочек меня удивило, прям имеет вкус влажной побелочки. Вот его вкус нужно перебивать, и на этот случай у меня есть мокрый строймат, который я залила горячей водой, и он благополучно треснул. Сейчас мы перебьем и продолжим. Так, продолжим. Туркестан коричневый. Туркестан коричневый ни с чем не спутаешь. У него своя структура. Вот он вот весь вот в такую дырочку. Видите? Очень плотный. Смотрите, разница какая по цвету. Очень плотный и хрустящий. Туркестан белый 2, кстати, не скрипит, но что в любом из Туркестанов могут встретиться камушки и травки. Это нормально. Для Туркестанов это нормально. У меня один раз белый мягкий, который пришло 5 килограмм с булыжниками внутри. Прям такие большие камни были. Так что откусывайте аккуратно.
Итак, Туркестан коричневый. Он самый жирный из Туркестанов, как по мне. И он плотный, он очень плотный. Он плотнее сливок. Откусывается с хрустом, недолго хрустит, затем растворяется. Чистый, не скрипит. Но один раз мне попадался Туркестан коричневый скрипучий с мелким-мелким песочком. Он подзалипает, не залипает, а подзалипает. Он также легко как бы прополаскивается водой. Вкус, который я чувствую у Туркестана коричневого, это земля с картошки. Когда вы чистите картошку, когда вы ее копаете, вот стоит вот такой вот запах, и он имеет этот вкус. Вкус земли с влажной картошки. Прикольно. Вкус грязи присутствует еще в нем. Так, следующее. Туркестан плитки. Туркестан плитки бывает двух видов. Бывают очень и очень плотные по структуре один в один, как Туркестан взбитые сливки. Вот видите, про что я вам говорила? Вот это травка. То есть пласты встречаются, видите? Вот такие вот. А бывает Туркестан плитки мягкие, ближе к классику. Скажу честно, для себя я люблю Туркестан плитки, которые мягкие, которые не такие плотные. Этот Туркестан плитки очень и очень плотный. Прям очень. Давайте пробовать. Очень плотные. Даже вроде от такого не толстого кусочка очень тяжело откусить. Итак, Туркестан плитки. В этот раз, конечно, они пришли очень и очень плотные. Откусить от толстого кусочка тяжело. Плотные, хрустящие, чистые. Обволакивают так же, как классик. Вкус не такой яркий, как у сливок и у коричневого. Это для меня Туркестан плитки, это сородич классика. Они очень близки и очень похожи. Здесь вкус пыльный, слегка земельный. Ну, я скажу так, что объединяет все Туркестаны, это земельно-пыльные нотки. Если человек пробует Туркестан впервые, то ему легко может показаться, что они одинаковые. Я отличаю, для меня каждый сорт имеет свой вкус. Классные, плотные, хрустящие, но я люблю, когда плитки мне приходят помягче. Все-таки все зависит от пласта. Следующий Туркестан шоколад. Туркестан шоколад. Тоже плотные, монолитные. Вот смотрите. Даже плитки в этот раз плотнее пришли, чем шоколад. Хотя шоколад тоже очень плотный сорт. Давайте пробовать.
М. Туркестан шоколад тоже очень плотный, и откусывать его лучше от тоненьких кусочков. При укусе он здорово ломается. То есть его откусываешь, он разлетается. Угу. Итак, что по поводу Туркестана? Туркестан шоколад. Он имеет яркий вкус. Мокрая земля. И вот эта вот партия, которая пришла, имеет вкус костра. То есть у Туркестана шоколада есть привкус костра. Вкус очень яркий. По структуре, по тому, как он живется, он схож со сливками. Он также образует тугой шарик, который не прилипает, но обволакивает. И вот он слегка повяжет рот. Классный сорт, интересный. Ну что, давайте перейдем к Туркестану взбитые сливки. Вот, тоже рыхлые, более плотные есть кусочки, но мы сейчас погрызем от всех. Конечно, те взбитые сливки, которые я заказывала у Натали, когда они только появились, это вот единственный кусочек у меня остался. Они были, конечно, выше всяких похвал. Туркестан шоколад, да, я считаю, что это один и тот же сорт, но вот в этой партии яркий вкус костра. Давайте пробовать. Угу. Рыхлый. Не люблю рыхлые пласты. Он так же, как кудрявый мне пришел, тоже рыхлый пласт. Я люблю плотные, монолитные. А этот уже поплотнее кусочек. Но все равно этот пласт не имеет такой классной структуры, как первый мной заказанный. Туркестан взбитые сливки хрустят как стекло. Вот, они как плитки, которые очень плотные. Вот такие же, они очень плотные, очень хрустящие. Офигенный вкус.
Обалденный кусочек. Плотный, хрустящий. Вот этот вкус. Они все по вкусу одинаковые, только у рыхлого присутствует больше пыли. У Туркестана шоколада присутствует вкус костра. А вот с первой партии вкус прям такой плотный, она плотная, хрустящая, и вкус пыльно-известково-меловой, вообще обалденный. Очень часто меня спрашивают, Туркестан взбитые сливки и сливки это одно и то же? Нет. Для меня это не одно и то же. Но скажу честно, что Туркестан взбитые сливки с первой партии были самые лучшие. Туркестан кудрявый, пришел у меня вот такой, тоже рыхлый. Туркестан кудрявый я люблю плотный, монолитный, который откусывается с хрустом. Все равно это слегка не то. Ну, вкус лесной и грибной поляны после дождя в нем присутствует. Жирный. Вкус мокрой земли на грибной поляне. Сейчас заметила в процессе пробования, у рыхлых кусков у всех присутствует пыльный вкус, и они все не залипают, обволакивают, так не сильно обволакивают. А вот у плотных сортов образуется такой плотный шарик, который слегка подзалипает. Так, Туркестан белый один, который мягкий. Тоже у меня осталось пару кусочков. Давайте пробовать. А для меня это прессованная пыль. По-другому никак. Очень мягкий. Никакого другого вкуса в нем нет. Прессованная дорожная пыль. Туркестан белый мягкий, прессованная пыль, очень мягкий, очень комфортный, очень пыльный и очень сухой. Так же, как Туркестан белый 2, очень долго сухо жуется. Так, Туркестан желтый. Скажу сразу, Туркестан желтый в этот раз мне пришел совершенно не такой, который я заказывала у Елены. Первое мое знакомство было с Туркестаном желтым, это от Елены Тольятти. Он тогда пришел плотный, но в то же время комфортный для зубов, и у него был яркий вкус. Такой прям подвальной картошки, земли. Этот пришел очень плотный и по вкусу, сейчас вспомним, я уже не помню. Угу. Похож на тот, но все равно не то.
Это Туркестан желтый, это прям смесь плиток. Не плиток, сливок и белого. Вкус не очень яркий, мокрой земли и пыли. Также собирается в тугую ириску, как сливки, как плитки, как шоколад, как коричневый. Подзалипает, но легко смывается водой. Так, и осталось у нас Туркестан серый. Почему серый, я не знаю. Цвет у него, давайте с плитками сравним. Видите, он зеленый, приглушенно-болотного цвета с такими желтыми вкраплениями. Он очень и очень плотный. Я его пробовала очень давно, и он мне очень сильно не зашел. Для меня это прям был пластилин болотный. Ну, сейчас попробуем. Очень плотный, очень жесткий. Поскрипывает. Значит, Туркестан серый мне вообще не зашел. Очень жесткий, крупинка жесткая, жуется тяжело, даже маленькие пластиночки разгрызть тяжело. Но вот то, что он солененький, прикольно, поскрипывает. Вкус, вот как для меня, слегка болотистый. Вкус ила. Отдает мне вкусом ила. Итак, подведем итоги. Значит, все Туркестаны чистые, кроме вот рыхлого классик. Остальные все чистые сорта, и вот серый еще поскрипывает. Серый и вот этот классик, который рыхлый. Туркестаны я люблю. Осталось попробовать Туркестан красный, который появился недавно на рынке. В общем, про каждый сорт, который имеется у меня в наличии, я вам рассказала. Надеюсь, вам понравится. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.